Ты тоже говоришь «me llamo el taxi»? Ну все, амиго, срочно надо спасать тебя от испанского позора. Сегодня разберемся с глаголами-самоубийцами. Почему они так называются? Да потому что они буквально убивают смысл предложения, если ты их используешь неправильно. Заодно проверим, кто из вас уже умеет ими пользоваться. Досмотри до конца, будет челлендж. И я обещаю, ты получишь много инсайтов. И перед тем, как продолжить, проверь, поставил ли ты лайк, подписан ли ты, и после просмотра обязательно поделись видео с друзьями. Поехали! Что такое возвратные глаголы? Возвратные глаголы – это такие глаголы, где действие возвращается на себя. Простая схема. Me lavo – я моюсь, то есть сама себя. Te despiertas – ты просыпаешься, сам, никто тебя не будет. Nos casamos – мы женимся, то есть друг на друге. Для того, чтобы быстро запомнить такие глаголы, следуйте этой формуле. Se выносим вперед. И затем спрягаем глагол в зависимости от лица, о котором идет речь. Se плюс спряжение. Вот два примера. Lavarse – мыться. Me lavo, te lavas, se lava, nos lavamos, os laváis, se lavan. Despertarse – просыпаться. Me despierto, te despiertas, se despierta, nos despertamos, os despertáis, se despiertan. Помните, что «се» меняется в зависимости лица, о котором идет речь. Важно! Не все глаголы требуют возвратности. Вот некоторые такие глаголы, где русскоязычные делают ошибки. Me llamo un taxi. Меня зовут такси? Действительно, ты именно это хотел сказать. Te sientes la silla. Ты чувствуешь стул? Серьезно? И какой он? Nos vemos la película. Мы видим фильм «Нас»? Что это еще за оливье из слов? Давай разбираться. Ты должен запомнить, что возвратные глаголы равно изменение значения. Давай сравним обычные и возвратные глаголы. Pongo la chaqueta. Я кладу куртку. Me pongo la chaqueta. Я надеваю куртку. Видишь, как значение меняется? Voy. Я иду. Me voy. Я ухожу. Duermo. Я сплю. Me duermo. Я засыпаю. Bebo. Я пью. Me bebo. Я выпиваю, то есть все или полный объем. Осторожно с me voy. Если ты скажешь испанцу voy, он будет ждать продолжения фразы, то есть куда ты идешь. А если скажешь me voy, то он поймет, что ты прощаешься и уходишь. А вот еще тебе несколько глаголов, с которыми чаще всего ты ошибешься хотя бы раз на первом этапе изучения испанского языка. Первый вариант – acordar и acordarse. Acordar – договориться. Например, acordamos un precio, то есть мы договорились о какой-то цене. Acordarse – вспоминать. Me acuerdo de ti. То есть «я помню тебя» или еще можно перевести как «я помню про тебя» или «о тебе». Все зависит от контекста. И вот ошибка, которую делают практически все. Acuerdo tu cumpleaños. Мало того, что забывают, что это неправильный глагол и его спряжение отличается от обычного, так еще его применяют в неправильном значении. Сейчас, если дословно перевести эту фразу, получится что-то вроде «Я договариваюсь о твоем дне рождения». Что? Правильно сказать «Me acuerdo de tu cumpleaños». Я помню про твой день рождения. Переходим к следующему глаголу. Этот глагол, пожалуй, самый тяжелый глагол испанского языка.
Ведь он используется в самых разнообразных ситуациях, конструкциях, является неправильным глаголом испанского языка, так еще и видоизменяется во временах. И это глагол ir, и его возвратная форма irse. Ir означает идти куда-то. Например, voy a la escuela. Я иду в школу. Irse переводится как уходить. Me voy. Я ухожу. И вот ошибка, которую все допускают. Когда собираются уходить и прощаться, просто говорят voy. И тут у испанцев в голове пробегает мысль «и?» Что дальше? Правильно сказать «me voy» – «я ухожу». И еще одно слово, с которым у учеников возникает большое количество трудностей – это глагол encontrar и encontrarse. Например, encontrar – находить. Encuentro las llaves – я нахожу ключи. Encontrarse – находиться, чувствовать себя. Me encuentro mal, то есть я себя плохо чувствую. Какие ошибки допускают русскоговорящие? Очень часто опускают слово «я», то есть «yo», что не является ошибкой, а наоборот приветствуется среди испанцев, но и не делают его возвратным, когда действия направляют на себя. То есть encuentro mal – я нашел плохо? Что там такого плохого ты нашел? Правильно будет сказать me encuentro mal – я плохо себя чувствую. Думаю, тебе стало более-менее понятно. Надеюсь, что все-таки больше более, нежели менее. И теперь давай тренироваться. Практика. Тест на внимательность. Как будет правильно? Temprano los lunes. Me levanto. Levanto. Después de la cena. Siempre. Me duermo. Duermo. No. De tus cumpleaños. Acordo. Me acuerdo. Si estás enfermo, no. Bien. ¿Te encuentras? Encuentras. Cuando llegamos al restaurante. Con Juan. ¿Encontramos? Nos encontramos. Пишите ваши варианты ответов. Я обещаю все проверить и через некоторое время опубликую правильные ответы. Ну что, амигос, готовы к челленджу? Сейчас проверим, кто из вас реально разобрался с возвратными глаголами. И вот вам задание. Как правильно сказать по-испански «Я хочу тебя жениться»? Звучит странно, а вот русскоязычные часто именно так и говорят по-испански, вызывая шок у носителей. И, кстати, вот тебе подсказка. Если скажешь неправильно, испанцы могут подумать, что ты буквально их заставляешь жениться. Давай, не стесняйся, пиши в комментариях и посмотрим, кто здесь самый внимательный. Если хочешь больше таких разборов, ставь лайк и подписывайся. Ты же не хочешь пропустить следующий урок, правда? А еще поделись этим видео с друзьями, пусть они тоже перестанут говорить «me llamo el taxi» и делать фатальные ошибки в испанском. И обязательно напиши в комментариях, какая грамматическая тема мучает тебя больше всего. Может, ты все еще путаешься с pretérito indefinido и imperfecto? Или не понимаешь subjuntivo? Давай разберем это в следующих уроках. Nos vemos en el próximo video, amigos. Chao!